Как за 2 месяца выучить польский язык с нуля и получить европейский паспорт? Резидентство, ВНЖ, побыт, ну или что там кому нужно. Вкратце. В апреле мы переехали в Польшу после затяжной зимовки на Бали. Длиной в 4 года. Исходное владение польским языком на день переезда. День добрый. Przepraszam. А уже в июне, то есть через 2 месяца, у меня намечается государственный экзамен по польскому языку уровня B1. Возможно ли это? Оказалось, что вполне себе, если тебя правильно подготовят. Хотя мне самому не очень верилось сначала. В чем секрет подготовки, кто и где меня учил и как проходил сам экзамен, все сейчас подробно расскажу по порядочку. Я не планировал сразу идти сдавать язык после переезда. Я планировал идти в школу, как и многие люди. Сначала думаю, пойду с сентября спокойненько, там документики подадимся, там вот эти все процессы. Пойду в школу, год отучусь, выучу язык, освою его на каком-то нормальном уровне и буду сдавать уже экзамен, потому что, ну, как еще, как можно себе было представить. Но наша легализаторка, которая занимается легализацией, все документы нас приняла, и такая послушала мои планы, говорит, зачем тебе? У тебя все круто, давай, ну, сейчас там твой кейс быстро будет двигаться, давай, иди сдавай через 2 месяца язык. Я говорю, да, типа... Смешно, да. Такая, нет, на полном серьезе. Короче, она мне волшебного пендаля мне дала, запушила. По легализации она тоже очень четкая, там все моменты очень грамотно, там права нам водительские меняет, индонезийские на польские, то есть, хотя все сказали, что это невозможно. Тоже там детей подали быстро. Ну, в общем, смысл в том, что она меня подпушила, дала мне совет, порекомендовала 2 или 3 школы, по-моему. Я в первую попавшуюся позвонил по списку, посмотрел, что она в центре находится, очень крутое расположение. Мне как раз нужно было еще по делам в центр. Мне подошло. И заехал, узнал расценки, что кого, мне понравилась сама школа, как все там выглядит, пообщался с менеджерами, с администраторами, даже зашел к руководству, поговорил, все круто. Ну, короче, остался. Классные, европейские, такие свежие, новые аудитории, но мне нравится, вот, когда оно все такое вот свеженькое, аккуратное, приятное, то есть внешний фактор тоже, ну, очень важен лично для меня, не знаю, как для многих. Приезжаешь, там водичка, кофе, чай, постоянно анлим бесплатно, кому что надо. Пообщавшись с руководством и с менеджерами, я им сказал свой кейс, что я приехал 2 месяца назад, мне сейчас нужно выучить, и через 2 месяца хочу пойти сдавать язык. Они, конечно, прифигели, сказали, что ну ничего себе, ну как-то слишком амбициозно. Меня посадили к аудитории написать тестовые задания, просто чтобы потом со мной пообщался педагог и выяснил, насколько я бездарен в польском. И на что же я вообще могу претендовать, боже. Я пытаюсь помнить хоть что-то, что я делал, учил на карту поляка. Ну, немножко помню, только как это писать, это вообще отдельная жизнь. Еще ладно, устно. В общем, вот сейчас как накатаю. Можно, говорит, подготовиться, если вот ты идешь сразу на дневное обучение, прям стационарное, и еще вечером берешь подготовку к экзамену. Есть целый курс подготовки к экзамену. То есть я пошел на А2 уже в середине, там он был уже начат, я туда дописался. И каждый вечер у меня, там через вечер у меня была вот эта онлайн подготовка к экзамену. И еще очень важно, об этом чуть позже, сейчас до этого дойдем, я брал индивидуальные занятия, которые вот в принципе и сыграли решающую роль. Я понимаю. Да, возвращение. Первые дни, конечно, очень сложно, ты не понимаешь, что происходит, ты сразу сомневаешься в этой идее, потому что тебя окунают прям в самую гущу, а 2 это уже не самый нулевый уровень. Конечно, одолевали всякие сомнения, типа, что я делаю, правильно ли я делаю, смогу ли я. Ну, это нормальные классические человеческие реакции. Блин, сходил на первое занятие. Конечно, сразу фрустрация. Где-то уже курс на середине, это курс не самый начинающий, а и уже следующий А2 для самых новеньких, это А1. И мне нужно просто все это наверстать, догнать и перегнать. Но варианта 2, это мне ждать до следующего экзамена в ноябре, а до ноября учиться спокойно, и потом сдаешь, и еще полгода ждешь результат. Блин, я не собирался этим заниматься. Выбор такой. Вот, я пока пошел на первое занятие. Семья моя уже здесь. Гуляет, папу ждет.
очищают кроссовки свои. Ощущают свои. Облящели. Мусорный бак сзади. Даже на нем начинают расти цветы, когда такое видишь. Первые пару недель настроение скакало то вверх, то вниз, вроде такое приподнятое, что-то там вроде в чем-то разбираешься, кажется, о, это прикольно идет. Все, папа пошел учиться. Пока-пока. Ох, пока, любимые девочки. Очередной день научу. Я сегодня свежий бовар, сегодня я надеюсь, что выучу весь польский. Потом в чем-то запинка и опять мотивация падает. Ну, классика, эмоциональные качели. Короче, посещают мысли, просто надо отказаться, потом, ну и пойти нормально учиться, сдавать там в ноябре, потому что это жесть. Переживания, потому что все-таки, ну, государственный экзамен, потраченные деньги, время. Местами сложно держать веру в себя и настраивать себя на позитивный исход. Я тут потерял в себе какую-либо уверенность, потому что выглядело все проще. И вот то, о чем я говорил, параллельно вот этим двум, очному и заочному вечернему обучению, я иду на консультации, на личные консультации с преподавателем, с одним преподавателем школы. Там у них есть такая вот основа сильных преподавателей, которые готовят именно тоже тебя к экзамену, прорабатывают, ну, если так можно уместно сказать, личную стратегию, как бы по личной вот персональной подготовке. Потому что у каждого свой бэкграунд, у каждого свои какие-то сильные, слабые стороны. И вот я иду с этим преподавателем, мы прорабатываем, разрабатываем определенные текста, определенное количество каких-то текстов, которые нужно будет очень много раз написать, прописать, практически заучить. Вот, но сразу забегая вперед, скажу, когда ты это делаешь, у тебя и понимание тоже становится очень много. Это, знаете, это как учат языки по фильмам, по сериалам, кстати, это тоже очень важно. Телефон переводишь на польский, все гаджеты на польский, смотришь сериалы на польском, посмотрел много крутых фильмов на польском, Польша снимает для Netflix очень много классных, крутых фильмов. В оригинале все смотришь, Настя тоже со мной на бэкграунде смотрела на фоне, круто заходила. Короче, вот это все делаешь в совокупности, много пишешь, читаешь, и плюс вот это дневное и вечернее, то есть это полное погружение. По моим ощущениям, именно вот эти персональные занятия, они сыграли самую важную роль. Хотя вечерние занятия тоже очень важны, они, повторюсь, да, я уже говорил, подготовка. Это не то, что ты учишь язык, говорить как носитель или там учишь грамматику. Это ты все делаешь на очном, я ходил на А2, там вот эта база грамматика, пишешь вот эти упражнения, а подготовка, они объясняют тебе технические тонкости экзамена. И, ну, без этого практически подготовка не имеет той силы, того веса, потому что если даже ты владеешь польским как поляк, как и было видно, что вот на вечерней подготовке уже там были люди, которые живут в Польше давно, они говорят с преподавателем, прямо бегло говорят. Но это не значит особенно ничего в контексте экзамена, потому что ты можешь просто не знать, как оформить, допустим, правильно объявление или приглашение, вот такие вещи, там вот эти технические моменты очень важны. Ну, плюс тоже, конечно, подтягивается, интегрируется грамматика, твои все вот эти знания, они синхронизируются вот с тонкостями проведения экзамена. В комплексе все сыграло, все очень важно. Самое крутое, что все три формата, у них вот классные преподаватели. Очень круто, легко, и вот про экзамен тоже сейчас буду рассказывать, это, ну, это вау, знаете, вот мне человеку из Беларуси с вот этим бэкграундом СНГшным, как вот у нас преподаватели, я вот университеты помню, все вот это, ну, здесь это очень важно, ты чувствуешь себя просто, ну, вот как-то очень комфортно, расслабленно, они очень располагают, по-дружески, и через вот это такое какое-то доверие, расслабление,
тебе легче все идет, намного легче все идет. Они тебя подбадривают, они тебе не говорят, что ты там бездар, двоечник, там голову дома забыл. Помогают тебе, и нет какого-то негатива, патернальности вот этой такой сверху. Вот это очень круто, очень важно. Прихожу сейчас к учителям, они там подбадривают, говорят, что там они такие учили, еще и глупее, и все, но сейчас пошел на онлайн занятия, которая подготовка непосредственно к тесту, там все по-польски уже базарят, и сижу там как дебил, краснею от позора просто. Просто есть люди, которым это по кайфу, мне это вообще не по кайфу, для меня это вообще вызов. Про школу еще хотел сказать, вот это вот, то, что нельзя как-то объяснить, потрогать, вот эта свободная, раскрепощенная какая-то обстановка. Я очень часто приходил, но они уже знают, что там пришел какой-то псих, который хочет за 2 месяца тут сейчас все выучить, зазубрить и сдать. У них большой коридор и очень много свободных аудиторий. Я садился очень часто просто в эти аудитории и работал там. Ты один, в тишине, никто не... Ну, там кто-то зайдет, посмотрит и уйдет. Потом занятия там начинаются, ты просто переходишь в другую аудиторию, я у них так попросил, вообще ноль проблем, ну, круто, чай, кофе, водичка, сидишь, таймлапсики даже поснимал, вид у них там крутой. И они как будто все не то, что, ну, там, давай, иди, хочешь, учись, давай. Они как-то вот с тобой заодно такие подбадривают, как будто прониклись этой ситуацией, тоже там болели, переживали за меня. Для меня это вот важные такие моменты, не знаю, как для вас, просто делюсь своим вот этим ощущением. Ну и так время шло, истекало, и до экзамена оставалось совсем немножко. Очевидно, что волнение нарастало. Неделя, наверное, осталась до экзамена, стал очень волноваться, потому что как-то подробно еще изучил вот эти все части и насчет писания, то есть нужно будет написать сочинение. Блин, прикиньте, вы приезжаете через 2 месяца, вам нужно написать сочинение. Хотя уже чувствовался прогресс благодаря вот этому писанию по отработанной схеме, по отработанным текстам. Я уже давным-давно не ходил на какие-то экзамены такого уровня, и которые так прямо судьбоносные такие, знаете, моменты в жизни. Это не просто там для себя или там отучиться, чтобы получить диплом. Это документ, этот сертификат, который открывает двери, новые возможности. Это очень важно и для меня, и для всей семьи. И вот наступает день X, экзамен. Как он проходит? Я не сразу знал, как работает вся система. Уже где-то на середине обучения я так узнал, что сама эта школа является оператором, провайдером, или как это правильное слово, который проводит экзамен. Они лицензированы, аккредитованы, то есть, я так понял, из-за наплыва, может быть, людей большого спроса на вот эти экзамены. Многие школ аккредитовали, тоже дали возможность проводить экзамен, чтобы как можно больше пропускная вот эта способность этих экзаменов, потому что они 2 раза в год все проводятся. Так, ну что, ты готов? Не знаю. Не могу сказать однозначно, что да, но придется. Так, все, ланчбокс собрала, мусор собрала. Да, сегодня экзамен в 1 день. Обычно я слышал, что Целый день. 2 дня проводят, а эта школа проводит в 1 день. Но это даже лучше, просто 1 день напрягаешься. Отстрелялся и все. Да, так что завтра уже мои руки будут развязаны. И папа-пару-пам. Переживают. Да, за папу. За папу переживаешь, да? Пожелай папе удачи. Благословляющий чай с традиционной женой. Да, у нас не традиционная семья, у нас традиционная семья. Как бы сегодня это было не модно, но вот как-то так вышло у нас, что мы староверы, старожиры. А погода сегодня такая штормит. Короче, не знаю я насчет готов или не готов, но будем считать, что готов. Все, пока. Папа, аккуратно. Я видела за окном, что там у нас в городе 3 раза шла молния. Нельзя стоять под деревьями, когда идет молния. Аккуратно. Видишь, как уже похолодало. И темно. Гром может быть. Видишь, как опасно. Аккуратно. Пока. Итак, в день X ты приезжаешь в определенное место, которое арендуют провайдер экзамена, экзаменаторы, вот школа в данном случае. И тут тоже, кстати, нужно отметить организацию, как и все. Вот чай, кофе, там какие-то снеки, печенье, вот это все, яблочки там лежат. Ну, приятно. Кстати, знакомый у меня сдавал с другой школы или в другом месте, я не помню, и говорил, что там было жарко, душно. Тут вообще в крутом центре таком находится вот этот экзамен проводился.
там арендуют какие-то гигантские такие вот эти площади, лекционные залы, или как они там правильно их назвать. Очень хорошо там кондиционировалось, все было удобно сидеть, писать, водичка. Ну, реально вот уровень крутой, приятно. Приходишь, даешь телефоны. Вот, я уже потом после письменного экзамена подснимал вот эти кадры. Получается, еще большой гигантский плюс, что экзамен проводится 2 дня. Первый день ты пишешь, там сначала вот эти 3 части. Пишешь, грамматика, упражнения, вот эти всякие на выбор и писание, и на следующий день ты приходишь на устный экзамен. Эта школа проводит все в один день, только с перерывом там в 3 часа или в 2 часа, у кого как по записи уже именно устный экзамен. И, ну, это прям класс. Ты собрался, один день отстрелялся, и все. И мне прикольно было, когда я уже домой возвращался, у меня вот знакомый еще говорит: ну завтра поеду еще на устно, а я уже все прошел. Так вот, приходишь, вот эта вся там движуха, сдаешь телефоны, входишь в классную аудиторию, там попил кофеечек, сел, ну, вам по времени раздают материалы, вы начинаете работать. Получается, все преподаватели, которые были у меня, они не принимают у вас экзамен, они там, ну, миксуются. Я их, ну, видел, где-то они ходили в помещении, но как бы они у меня не были в моих лекторских этих помещениях, и были совсем какая-то комиссия, государственная комиссия, то есть все серьезно, то есть никаких вот этих самых, знаете, там это сам, ну все, государственный экзамен проверяется государством, курируется, все вот там по времени, все чекается, ходит там по рядам, смотришь, чтобы никто ничего не списывал, телефонов ни у кого нет, сидишь, пишешь, вот, и, ну, в целом, все равно, повторюсь, атмосфера очень приятная, что не то, что вот ходят, как эти, знаете, надзиратели какие-то, ну, вот все улыбаются, напряжения какого-то нету особенного, чтобы там все там вот как-то, ну, все нормально, все улыбаются, смеются, шуточки, общаются, вот, это очень тоже было важно для меня, вот, именно атмосфера расслабленная. Все пишешь, по времени все четко там, да, ну, нельзя писать больше, чем когда, если срабатывает этот таймер, но всегда все заканчивают раньше времени, то есть времени хватает. Потом идет этот перерыв, про который я говорил, и все выходят на какой-то перекус, перерыв. Короче, первая часть, вернее, первые 4 части экзамена закончены, позади. Впереди еще одна устная. 2 я закончил, и в 6 часов мне нужно будет вернуться на устную часть, там по расписанию, потому что нужно всех прогнать, народу много. Вот, но все 4 части сделал, как-то сделал. Самое сложное было писание, именно вот эти, написать истории. Ну, короче, просто с головы написать полностью текст с нуля. Там 3 задания, ты выбираешь текст, составляя, короче, нужно 200 слов. И ты выбираешь пары, тебе там либо объявление с каким-то e-mail, либо эссей с каким-то запрошением, да, с приглашением. Ну, что-то накатал. Я выбрал тему письмо кузине, e-mail кузине на тему путешествия. Мы только приехали из Бали, ну, как бы понятно, что эту тему я уже прописал раз 100. Ну и все там понеслось. А e-mail это не очень официальное получается оформление, что тоже очень важно. Ну и все, понесся. Очень важный момент в письменном экзамене, как мне сказали, посчитать правильное количество слов. Если ты посчитал правильное количество слов, то это уже определенное количество баллов плюс. То есть вот такая система. Итого, каждый раздел нужно сдать минимум на 50%. То есть в каждом разделе у тебя должны быть баллы не меньше, чем 50%. По сути, это не какой-то космос. Это более чем возможно. Все вот эти упражнения, где нужно выбирать, даже с грамматикой, но нужно выбирать, то есть очень много хватает даже мозгов, вот по сути IQ, особенно с бэкграундом украинского языка и белорусского языка, оно получается легко выбрать, потому что, ну, очень похож все-таки польский. Он как бы непростой язык, грамматика сложная, но это вот на уровне, чтобы научиться говорить бегло, красиво, это одно. Но выбрать предлоги, ну, как бы, камон, то есть тут сложно прямо будет совсем уже накосячить. Так, повторюсь, вот только нужно подготовиться к этому писанию и к разговору. Накатал про Бали и уже в конце считал эти слова и понимаю, что я еще кучу хочу всего написать, еще даже не такое вступление написал, вот, а уже некуда. И это все вот эти маленькие лайфхаки очень круто я проработал с преподавателями, они вот именно в этом плане подготовка, она необходима. Тебя готовят именно к экзамену, ты знаешь много всяких
полезных лайфхаков. И, ну да, если бы я этого не знал, то здесь никто этого не рассказывал. И впереди остается еще устный экзамен. Ты приходишь в такую вот лекционную комнатку, где 2 экзаменатора, и ты садишься напротив, тянешь билетик, там какая-то фотография и еще какие-то задания, что нужно было тебе описать или рассказать, какой-то диалог. Получается, обязательно будет описать фотографию или картинку. Мне попалась картинка очень простая, где мама с дочкой сидят в парке, пьют сок. Вот. И как это все описывать правильно, тоже всякие технические моменты, как описать правильно фотографию, это все тоже вот на индивидуальном и на вечернем занятии тоже его очень обязательно рекомендую. Вот это вечернее, они все разбирают, вот как писать эти объявления, заголовки, как писать письма и как писать официальные документы, и вот как описывать фотографию, то есть какие-то технические моменты, у вас уже в голове есть шаблон, вы просто начинаете по этому шаблону описывать, и опять вот эта атмосфера очень важна. Никто не сидит тебе вот так вот, на тебя вот так вот, ну что ты там мразь, ты там, давай сейчас мы тебя завалим. Нет, они не помогают, но они помогают тебе расположенностью, они кивают, как-то там вот разряжают атмосферу, могут пошутить, там, спросить, подбодрить тебя. Если ты ошибся, все, тебя никто не вешает сразу вот так, на гильотиной там голову не рубит тебе, все, никто все окей, они смотрят, слушают, они просто анализируют полностью твою речь. То есть ты можешь ошибаться, где-то там я в каком-то там слове забыл окончание, уже потом понимаю, что я сказал как на манер белорусского языка. Но в целом я понимаю, что я хорошо говорю, и это видишь их расположенные, расслабленные лица, приятные, и ты просто с ними, начинаешь. Вот, потом писал эту картинку. Идет следующий диалог, как будто ко мне в квартиру заезжает соседка новая с какими-то там коробками, и я хочу спросить, нужна ли ей помощь. И они сами вот начинают даже диалог такие, вот, сразу начинают уже от имени соседки, вот, привет, я там, вот, помочь нужно, не нужно. Очень располагает, очень круто. И все, я его так боялся, на самом деле, этот разговорный язык. Но в итоге вышло, что это было самой легкой частью, потому что очень важно, вот они создают эту атмосферу просто расположенных людей, которые не валят, не грузят. Знаете, вот вы понимаете, я думаю, что все из СНГ, какого бэкграунда СНГ, кто учился в универах, в школах, я не говорю, что у нас плохие преподаватели сейчас, чтобы не надо катить на бочки на меня, я никого не хочу обидеть, но я думаю, что вы все равно понимаете, о чем я говорю, что много таких преподов, которые вот, типа, знаешь, вот ты приходишь, и ты же априори грязь ниже плинтуса, ты просто вот ты вот в этом отребье для него, а он сидит, я профессор, вот это всегда угнетает. Приходишь, тебя просто уже задавили там своим авторитетом, энергетикой такой, а здесь этого нет. И это решающий фактор. И на этих эмоциях все круто проходит, и офигенно, все, отстрелялся и пошел. Капец. Вышел, что-то наговорил, выглядит все очень позитивно. Я не знаю, как там все это будет, но вроде... вытянул хорошую удачную карточку и нормально, удачно наговорил. Блин, аж не верится, я просто вообще в шоке. Приехал за 2 месяца назад, 2 месяца в Польше. До этого 3,5 года мы были на Бали, естественно, никакого польского не было. И я уже сдаю B1, офигеть. По ощущениям, конечно, что я, не могу им свободно владеть, но в итоге на экзамене разговорном я сидел, разговаривал. Не знаю, это может от эффект тоже шока какого-то или чё. Но это очень прикольное ощущение. Короче, по моим ощущениям, процентов на 99, 95, что я сдал. Результаты через 2-3 месяца официально. То есть еще даже нет официальных результатов, а сертификат, по-моему, будет вообще в октябре. Или в ноябре даже, возможно. Потому что это все государственная тема, проверки, все серьезно. Вот это все серьезно. Но, повторюсь, я даже на 99 уверен, что все окей. Потому что записание, вот это сочинение, я точно уверен, мы все проработали. И все, я уже все с памяти писал. Оно уже было, выливалось, то есть просто вообще все на изи. Конечно, какие-то, наверное, были грамматические ошибки, 50%, точно. То есть Грамм еще четко посчитал слова. Это очень важно. Ты пишешь сразу и записываешь. Вот я пишу и записываю, пишу и подсчитываю. Разговорный вообще без проблем, то есть, там по реакции просто они улыбаются, то есть, там, не знаю, на разговорном нужно просто молчать,
чтобы, наверное, чтобы не сдать. Ну, понятно, если ты начнешь говорить там по-немецки или по-русски, или там по-украински, то, конечно, то по-белорусски не прокатит. Нужно говорить, конечно, на польском языке. Конечно, сейчас я не могу вам показать сертификат. Кстати, обязательно покажу его, когда я получу, будут официальные результаты, я сниму еще видосик о том, что я получил сертификат, чтобы вот эта вся история была подтверждена еще железобетонным фактом, что экзамен сдан. Поэтому, если кому интересно, подписывайтесь на канал. Многие наши подписчики с этого канала, с балийского канала, там, с Настиного инстаграма спрашивали, ай-яй-яй, как это он за 2 месяца пошел, как это возможно, мы тут по 3, 4, 5, 6 лет живем и не ходим. Ну, потому что, если подготовиться, приложить усилия, если есть желание, то все возможно. Даже за 2 месяца выучить язык и сдать государственный экзамен. Так что не бойтесь, вперед. Вот, не знаю, от меня точно могу рекомендовать эту школу, потому что, ну, камон, вы, блин, все видите. Я доволен, вообще класс. Это наш Лив-влог канал про жизнь в Польше и не только в Польше. Увидимся в новых видео. Пока-пока.